Здравия! Еще одно место, где массово засели жулики, это криптокошельки. Начнем с того, что кошельки в виде расширений для браузера каким-то образом уязвимы. Возможно через браузер или расширение к нему, или сам кошелек. С самого популярного кошелька MetaMask крадут средства. Постоянно эти истории слышу. Даже у нас в приватной группе есть пострадавшие. Причем на отдельном смартфоне только для этого. Смартфоны также под вопросом, поскольку имеют дыры для спецслужб и льют данные на сервера Google, Apple и так далее. Если кто не в курсе, Android также Google принадлежит. А он всю поступающую инфу сохраняет навечно на своих бездонных серверах. А еще многие браузеры усугубляют тему, сливая данные туда же. Сообразительный хакер будет использовать те же дыры, слушать трафик и так далее. Пользоваться такими кошельками можно только через аппаратные кошельки, когда приложение просто выступает в виде посредника, отображающего данные. Разумный способ хранения крипты – это отдельные кошельки под каждую криптовалюту от блокчейнов, установленные на отдельный компьютер или ноутбук, обязательно под управлением Linux. Уровень безопасности зашкаливающий по сравнению с Windows. Нет вирусов, точнее их сначала надо умудриться установить. Читайте мой цикл статей, переходим на Linux. Ссылка в описании. Подробно рассказал все, с чем можете столкнуться. Windows – это дырявое решето. Как был, так и остается. Они ничего с этим поделать не могут. И не смогут из-за первоначально ошибочной архитектуры операционной системы. Также в описании ссылочки на разделы сайта «Выбираем кошельки для криптовалют» и как устанавливаю криптокошельки под Linux. Читайте, там много полезного. Рассказывать все не буду, а то ролик будет часовым. Хранение данных при этом на внешнем диске, подключаемом, когда что-то требуется сделать. Это вполне безопасно. И кажется, можно расслабиться, идеальный и дешевый способ найден. Но нам же где-то надо хранить криптодоллары. А самые популярные эмитенты USDT и USDC забыли выпустить свои кошельки. И тут мы упираемся в главную проблему. Требуется либо программный мультикошелек, либо аппаратный. USDC сделали правильно, переложив уплату газа, комиссии через сеть, которой идет перевод, другой криптой на сторону майнеров. А у USDT все еще большой выбор сетей. Ставил пару лет назад кошелек Coinomi, как-то решил перевести на него TRX, а там проблема с его поддержкой образовалась. А это самая популярная сеть, через которую переводят USDT. И вот представьте, что загнали на кошелек криптобаксы, а вывести их невозможно. Это в прямом смысле воровство под предлогом проблем с поддержкой сети. Впрочем, USDT можно переводить через другие сети. Но тут у меня вопрос. А можно ли ввести через одну сеть, а вывести через другую? У кого есть такая практика, напишите комментарий. У самого руки не доходили проверить. Был интересный кошелек от проекта Terra с их децентрализованным и алгоритмическим стейблкоином, но на него совершили атаку и соскамили. Думаю, это было запланировано заранее. График стрелой вверх летел много месяцев. Сейчас из подобного есть только DAI. Но там комиссия $10. Чего-то не хочется им пользоваться. Друзья, я также обучаюсь. Местами отсутствует опыт. И охватить все проблемно. Прошу поделиться информацией в комментариях или в соцсетях на тему, где хранить криптодоллары. Самый простой и относительно надежный мультивалютный кошелек – это биржа. Пока не соскамится, будет работать. Они следят за этим. К биржам отношусь так же, как к банкам. В 90-х всех обули на накопление. Спустя 20 лет опять начали. А народ все равно там хранит деньги. Золотые рыбки, памяти на 15 минут, не учатся на ошибках. Но основной смысл, что отмывают бабки. Грабят народ, а затем скамят банки и концы в воду. Даже Сбербанк недавно прошел реорганизацию и стал Сбером. Поскольку это крупный системный банк и просто его закрыть проблемно. Тем более, что всегда есть шанс, что население опомнится спустя 300 с чем-то лет и осознает оккупацию СССР. Начнет искать виноватых и немножко подвешивать на столбах исполнителей. Впрочем, в это не верю. У нас население не блещет умом. Хотя бы Конституцию уже слабо прочитать, ведь там прямым текстом написано. Я даже пару статей дам для особо ленивых. 15.4 это про внешнее управление. И 67 статья. Это про пиратство и то, что из нас сделали утопленников. Мертвым ресурсы, положенные Творцом по рождению, ни к чему. А на них выродки лучше себе дачи и яхты будут строить. Кстати, на входе в ФСБ пишут шлюз 1, шлюз 2, намек на морское право. А еще есть куча интересных законов и указов, от которых волосы будут шевелиться не только на жопе.
Так вот, соскамили очередной банк, история стерта. Так и с биржами. Отмывали, закрыли, забыли. Следующее. Теперь давайте поговорим об аппаратных кошельках. Если думаете, что там рай на земле, ага, сейчас. Как вам нравится геморрой с недоступностью вывода средств по несколько дней? В сетях типа Solana. Как в том меме было. Сеть сверхстабильная. Уже 2 дня не падала. А прикиньте, если торгуете в этот момент. А еще ходят страшные рассказы, что перепрошивают кошельки и потом воруют деньги. Короче, надо еще суметь купить в нормальном месте. Немножко общаюсь с богатым человеком, давно находящимся в теме крипты. Серьезно впитываю поступающую информацию. Он мне насоветовал, где покупать аппаратные кошельки. Кому интересно из участников приватной группы, напишите, дам ссылочку. Магазин в Москве, доставка в регионы есть. Цены, само собой, в 2 раза больше рекомендованных. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Если у кого есть проверенные места, где покупать, пишите комментарии в приват и так далее. Человек давно торгует и насоветовал Trezor. У кошелька есть софт под разные операционные системы, он сам обновляется. Ledger народ недолюбливает из-за закрытого исходного кода и бэкдоров. Еще там началась тема с хранением сид-фразы на их серверах и восстановление после заранее пройденного курса. Короче, Ledger продал свою попку регулятору и нынче является зашкваром, наверняка льющим данные куда следует. Еще есть новое интересное устройство наподобие Keystone 3 Pro. В нем можно сразу 3 кошелька создать. Это по сути смартфоноподобное изделие с защитой от вскрытия, стирающие данные с чипов. Он хорош в том плане, что полностью отключен от интернета. И ты 100% безопасно можешь создать кошелек. Кстати, на компе, когда создаете кошелек, отключайте кабель. Затем перезагружайте компьютер. Разблокируется устройство через пароль, либо через отпечаток пальца. Есть сканер, а то и оба сразу. Работает устройство через снимки QR-кодов, то есть в паре со смартфоном, например, или кассы, подключенных к интернету. Создали платеж, сфоткали устройством, подтвердили, сгенерировав ответный QR-код. Сняли смартфоном или кассой, платеж полетел. Схема идеальная. Подключенные напрямую к компу кошельки по сути ничем не отличаются от программных. А теперь давайте ближе к реальности. Где можно оплатить что-либо криптой? Нигде. Такое устройство ставит зависимость от производителя. И лучше сразу покупать несколько штук. С точки зрения, если ты загораешься на курорте со смартфоном и таким кошельком, прям очень удобно. Даже торговать можно, если тебе кто-то засылает сигналы. Нормальный трейдер будет только с компа торговать. Требуется много видеть, начиная с графика. А на смартфоне это нереально. Есть люди, которые так торгуют, но это особый вид наркомании. Ставь лайк, подписывайся на канал и добро пожаловать в наше приватное криптосообщество. Подробнее по кнопке «Поддержать» на сайте движка Всен.ру. Ссылка есть в описании под роликом. Всем добра, здоровья, процветания и денег!